Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С кем вы забудете обо всем? Какая же женщина появится в вашей жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Итак, смотрим, в каких же энергиях вы пребываете. А пока я буду раскладывать, напишите в комментариях, насколько важно для вас, умеет готовить женщина или нет. Сейчас довольно часто мужчины готовят лучше, чем женщины. Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Итак, в каких вы энергиях? Так, сразу же идет осадок от женской измены. Вот в вашей жизни присутствует женская измена. У некоторых может даже проигрываться, что не одна измена была от женщины по жизни. Причем эта женщина сейчас находится на расстоянии. Вы довольно ее сильно превозносили. Это ваша королевишна была. Кружили ее со всей силы, но дама это не оценила. В вашей жизни присутствовали очень серьезные такие скандалы. Я так подозреваю, что вы с этой женщиной очень некрасиво разошлись. То есть это были куча претензий, это были какие-то ссоры, взаимные обиды, претензии и так далее. Но некоторые из вас могут даже общаться до сих пор. Вот именно какое-то такое общение, ну, либо же по поводу детей, каких-то общих спорных моментов. Может быть, это еще судебная дележка идет. Ну, то есть это звонки, там, смски, вот в таком плане. Хотя особой радости оно вам не приносит, вообще это общение, потому что вы очень четко помните, что эта женщина сделала для вас. Я имею в виду в негативном плане, да, вот эту обиду, имею в виду предательство ее, да, вот предательство вы не можете забыть, и я думаю, еще долгое время вы не забудете. Так, что еще? Причем, вот знаете, может даже проигрываться такое, что вот реально женщина от вас что-то требует, либо же вот у некоторых недавно, может быть, требовала, да. Как будто вы за что-то боролись, отстаивали. Это может быть имущество, да, вот дележки, вот эти машины, квартиры, либо же спорные вопросы по поводу детей могут быть. Ну, то есть, я думаю, вам приходилось делать какой-то важный выбор вот в вашей жизни, вот какой-то спорный момент с ней присутствовал, либо же сейчас еще вот вы находитесь в стадии вот развода, раздела имущества и так далее. Я вам скажу, что вам очень не хватает семьи. Вот с этой женщиной вы расстались, а новую семью вы пока не создали. И как-то вот я не вижу вокруг вас охотниц. Вот не вижу таких женщин, которые были бы достойны и которые могли бы заменить вам вашу вот прежнюю женщину, да, ну, стать вашей новой женой. Вот пока я не вижу в данный момент, чтобы у вас как-то развивались отношения. Хотя вы очень такой любвеобильный товарищ, вы умеете любить, вы любите состояние влюбленности, причем вы такой вот, знаете, я не могу сказать, что вы слишком такой вот расточительный. Нет, вы скорее экономный человек. Вот вы очень так деньги рационально используете. Да, иногда вы можете там посорить деньгами, но в принципе вот у вас все чисто рассчитано. Напишите в комментариях, как вы к деньгам вообще сорите, как вы относитесь к ним. Либо же вы экономно живете, да, вот рассчитываете, на что, на какую сумму потратите. Но я все-таки склоняюсь, что вы абсолютно не транжира, абсолютно. Ваша жизнь придет через некоторое время новая любовь. Это будет не ближайшее время, я делаю акцент, это будет немного позже. У всех будет проигрываться по-разному. Так, что же за женщина придет в вашу жизнь? Женщина довольно интересная и внешне,
И вообще она может даже проигрываться, ну, статусная такая, денежная, довольно неплохая, моложе вас по возрасту, которая очень, так знаете, и одеваются обычно со вкусом такие женщины, и за собой следят, вот ухаживает. Она довольно интересная и внешняя фигура. Вы поначалу даже будете побаиваться к ней подойти, вот как-то, знаете, робеть будете, как это обычно у мужчин бывает, что а вдруг я ее не потяну, да, а вдруг ее уведет более богатый ухажер, вот. Причем вот у нее была довольно непростая судьба. У нее был, да, довольно обеспеченный мужчина, но с которым она разошлась. Она тоже какой-то период очень сильно страдала. Она сама себя построила, ну, так скажем, не себя, вернее, построила, а, ну, свое дело, там, допустим, свою жизнь она, ну, с нуля ставила, да, вот строила с нуля. Я не могу сказать, что она такая вот охотница за деньгами. Нет, у нее есть деньги, она довольно неплохо зарабатывает. Вот единственное, чего у нее не хватает по жизни, это любви. Вот в этом вы и сойдетесь, да, вот ей хочется настоящего мужчину, а вам хочется настоящую женщину. Но опять же, поначалу вы будете вот, даже знаете, вот какое слово подобрать, ну, выделываться, что ли, да, вот так по-доброму я скажу, вот выделываться так по-пацански, да, по-мальчишески выделываться перед ней, ну, чтобы не ударить в грязь лицом, что вы тоже, я весь из себя такой, знаете, ну так, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Ну, потому что уж слишком она хороша покажется вам. Так, что же будет между вами? Вот этот страх измены, предательства, о котором я вот довольно часто говорю в видео, снова у нас выпадает, вот будет какой-то период, у вас страх, что ее либо уведут, что либо она кому-то уйдет от вас. Вот будет какой-то период это, но тем не менее вы себя возьмете в руки и сможете справиться с этими страхами. Теперь еще смотрите, как проигрывается ситуация. Вот когда вы начнете отношения вот с этой женщиной, у вас как будто по мановению волшебной палочки появятся вот еще претендентки, вот, ну, дамы, которым вы будете нравиться, которые, ну, начнут за вами чуть ли не охотиться. Это могут быть женщины с работы, какие-то знакомые, соседки с ближайшего окружения там вашего, да? То есть начнут женщины и другие с вами флиртовать, в гости приглашать, но вы их будете культурно отбревать, потому что вот эта вот самая такая королевишна, которая вам действительно западет в душу, уж слишком сильно она западет, чтобы вы разменивались на других женщин. Так, насколько гармоничными? Это будут кардинальные перемены в вашей жизни. Да, вы очень будете переживать. Вот именно вы себя будете накручивать, чтобы не потерять ее. Вы будете, знаете, вот это такое состояние, когда вот идешь женщиной по улице и смотришь, чтобы, не дай бог, никакой мужчина на нее лишний раз не взглянул. Такая вот сумасшедшая ревность начнет у вас просыпаться. Это такое состояние, когда ты с одной стороны радуешься, что с тобой такая красотка, такая суперская женщина идет, а с другой стороны ты боишься, да, а вдруг уведут, а вдруг я не потяну. И, конечно, поначалу вам будет тяжеловато вот именно в моральном плане. Моральном, вот однозначно страхи, комплексы, которые у вас идут из прошлого. Да, вот вы боитесь и разбитого сердца, вам тяжело, вы сами себя будете накручивать. Вы будете накручивать, что а вдруг она уйдет, а вдруг она бросит. Ну, то есть, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. У каждого это будут абсолютно свои страхи проигрываться. Плюс вот еще момент, что вот за деньги вы будете переживать, а вдруг не хватит, а вдруг она захочет еще больше и так далее. То есть, ребят, не накручивайте себя, потому что очень четко идет вот, что вы, ну, реально себя будете накручивать, да? То есть вы и себе будете голову морочить, и, соответственно, это будет, ну, сказываться на ваших отношениях. Женщины все чувствуют. Запомните, ребят, женщины все чувствуют.
малейшее изменение поведения мужского, малейшее какое-то отстранение, охлаждение, это все очень чувствуется. К чему вы придете? Вот, посмотрите, у нас карта Солнца выпала, да? Это гармония, это завершение вашего периода одиночества, это завершение вашего негативного этапа. И, конечно же, это такой период, когда уже все будет зависеть от вас. Вот будете ли вы семьей, допустим, гражданский это будет брак, либо же официальный. Это уже будет зависеть именно от вас. Может проигрываться даже здесь не только семья, но и дети могут проигрываться. Так что, ребят, дерзайте. У кого еще и возраст позволяет, у кого позволяет и финансовое положение, конечно же, потому что дети это довольно дорогое удовольствие, да? И давайте-ка вот еще, знаете, мне хочется спросить, что же в ней будет такого, что вы забудете обо всем? Вот такое будет наше заключительное повествование, вопрос заключительный. Что же в нем будет такого? Вот она будет балансировать, знаете, вот она будет себя вести так, что вот, знаете, обычно так себя ведут мудрые женщины, не просто умные, а мудрые. Вот эта женщина настолько вас покорит тем, что она знает, когда можно быть мягкой, когда можно быть жесткой, проявить характер. То есть она настолько подстраиваться будет под ситуации, вот это вас и сразит, помимо ее внешности, да. Плюс вас сразит еще то, что вот вы поймете, что человек это будет надежный ваш тыл именно во время каких-то неприятностей. Вот у вас будет какая-то ситуация, либо же когда вы себя будете плохо чувствовать, может быть какая-то проблема, да, там по работе, допустим, проиграется. И именно вот в то время, когда вам будет плохо, эта женщина себя покажет. И это вас настолько покорит, что вы реально просто забудете обо всем. Вы поймете, что это да, это именно та настоящая женщина, которая должна быть. Потому что, ну, как вы знаете, ну, далеко не каждая женщина будет и утешать, и выслушивать, когда у вас проблемы, да. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет, что женщина наоборот будет говорить: я же говорила тебе, ты такой сякой, да, ты неудачник. А вот когда рядом есть та, которая поддержит, которая поймет, которая выслушает, ну, это, конечно же, дорогого стоит. И такая женщина далеко не каждому попадается, к сожалению. Поэтому, ребят, не переживайте, выше нос. Вас ждет потрясающая женщина, с которой вы забудете обо всем, с которой у вас будет светлое будущее, счастье и любовь. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!